Вы когда-нибудь задумывались, глядя в эти загадочные, почти инопланетные глаза своей кошки, что она на самом деле пытается вам сказать? Большинство кошек проживают всю свою жизнь, пытаясь донести до человека одно конкретное сообщение, которое мы, владельцы, часто просто не в состоянии расшифровать. Мы покупаем им дорогие лежанки, лучшие игрушки и качественный корм. Но правда в том, что то, чего ваша кошка действительно ждала всю свою жизнь, не имеет ничего общего с деньгами. Это нечто настолько простое, что вы, скорее всего, упускали это каждый день не потому, что вы плохой хозяин, а потому что никто никогда не объяснял вам, как выглядит истинный язык доверия хищника. Сегодня мы раскроем этот код и разберем фундаментальные изменения, которые ваша кошка мечтала бы увидеть в вашем поведении. Мы узнаем, почему ваша любовь иногда воспринимается ею как угроза и как превратить ваш дом из золотой клетки в пространство, где ее древние инстинкты наконец-то найдут покой. Часть 1. Право быть хищником. Цикл охоты. Ваша кошка — это высокоточный биологический шедевр, созданный для одной цели — охоты. В дикой природе кошки тратят до 80% своего времени бодрствования не на еду, а на поиск, выслеживание и поимку добычи. Когда мы просто насыпаем корм в миску и уходим, мы лишаем это животное самого смысла, его существования, процесса, решения задач. Ваша кошка всю жизнь ждала момента, когда ее еда перестанет быть ответом, поданным на блюдечке, и снова станет миссией. Биологически кошке необходим полный цикл — выслеживание, погоня, прыжок, захват и, наконец, поедание. Если этот цикл прерывается, например, вы играете лазерной указкой, которую невозможно поймать, кошка остается в состоянии хронического перевозбуждения и неудовлетворенности. Это именно та причина, по которой она может внезапно атаковать ваши лодыжки в 3 часа ночи или сбрасывать вещи с тумбочки. Что она ждет от вас? Позвольте ей выиграть игру. Используйте игрушки, имитирующие реальную добычу, давайте ей возможность физически схватить жертву когтями, а сразу после этого предложите небольшое угощение, чтобы завершить биологическую программу. Когда вы прячете еду в интерактивные кормушки, головоломки, ее мозг наконец-то получает ту нагрузку, для которой он был спроектирован. Это не просто развлечение, это акт уважения к ее природе, которого она ждала с первого дня в вашем доме. Часть 2. Секрет пустынного странника. Тихая жажда. Существует смертельно опасное заблуждение, что кошка сама знает, сколько ей нужно пить. Правда заключается в том, что ваши кошки — это выходцы из пустыни, чьи предки эволюционировали, получая 70-80% влаги напрямую из плоти своей добычи. У кошек от природы очень слабый питьевой рефлекс. Если ваша кошка питается только сухим кормом, она всю свою жизнь проводит в состоянии хронического низкоуровневого обезвоживания. Это тихая эрозия, которая год за годом разрушает ее почки-орган, отказ которого является причиной смерти номер 1 у пожилых кошек. Она ждет от вас воды, которая живет. В сознании хищника стоячая вода в миске — это потенциальный источник бактерий и опасности. Именно поэтому она бежит на звук открытого крана. Питьевой фонтанчик с проточной водой — это не роскошь, это биологическая необходимость, которая заставляет кошку пить на 30-50% больше. Кроме того, кошка была бы бесконечно благодарна, если бы вы отодвинули миску с водой подальше от еды. Древний инстинкт велит ей не пить рядом с местом убийства добычи, чтобы избежать заражения воды продуктами разложения. Разделите эти зоны, добавьте в рацион влажный корм, и вы буквально подарите ей несколько дополнительных лет жизни, которых она лишилась бы из-за засухи в собственной миске. Часть 3. Язык уязвимости и мама-человек. Для вашей кошки вы не просто владелец. Исследования показывают, что кошки привязываются к своим людям так же сильно, как дети к родителям, формируя надежную базу. Когда кошка медленно моргает вам, глядя через комнату, она делает то, чего она ждала от вас все эти годы. Она предлагает вам поцелуй на языке доверия,
Закрыть глаза перед другим существом для маленького хищника — это высшая форма уязвимости. В этот момент она говорит: «Я доверяю тебе свою жизнь». И самое печальное, что большинство людей в ответ просто смотрят на нее широко открытыми глазами, что в мире кошек является сигналом угрозы или вызовом. Она ждала всю жизнь, чтобы вы просто моргнули ей в ответ. Это занимает 2 секунды, но это подтверждает ей, что вы ее безопасная гавань. Другая вещь, которую она ждет, это признание ее права на контроль над собственным телом. Мы привыкли хватать кошек и поднимать их в воздух, когда нам этого хочется. Но для кошки отрыв лап от земли — это ситуация, которая в природе случается только тогда, когда ее поймал крупный хищник. Постоянное бесцеремонное обращение заставляет кошку жить в состоянии ожидания, внезапного взлета, что повышает уровень кортизола в крови. Она ждет, когда вы начнете присаживаться на корточки, опускаясь до ее уровня, и позволите ей самой инициировать контакт. Когда хищник сам выбирает близость, эта связь становится в 10 раз сильнее. Часть 4. Вертикальный мир и суверенитет. Посмотрите на свой дом с высоты 30 сантиметров от пола. Для вас территория измеряется квадратными метрами пола, но для вашей кошки территория — это вертикаль. В дикой природе высота означает безопасность, возможность наблюдать за миром и не быть обнаруженной. Кошка, которая вынуждена жить только на уровне пола, где на нее постоянно нависают люди, мебель и другие животные, находится в состоянии постоянного фонового стресса. Она всю жизнь ждала, когда вы отдадите ей верхнюю полку шкафа или установите высокое кошачье дерево у окна. Это не просто место для сна, это стратегический наблюдательный пункт, который позволяет ее нервной системе, наконец, то отключить режим мониторинга угроз. Также ей жизненно необходимо иметь место, где вы не имеете права ее беспокоить. Большинство владельцев считают, что они имеют доступ к кошке 24/7, но такая доступность изматывает животное. Она ждет, что у нее появится свой суверенный угол, коробка или полка в шкафу, где правило, установленное вами, гласит: «Если она там, я ее не трогаю, не зову и не смотрю слишком долго». Парадоксально, но чем надежнее вы обеспечите ей право на одиночество, тем чаще она будет сама искать вашей компании. Часть 5. Тихая война во рту, зубной секрет. Ваша кошка — величайший лжец, когда речь заходит о боли. Биологически она запрограммирована скрывать любой дискомфорт, потому что в природе больное животное быстро становится добычей. Прямо сейчас у 80% кошек старше 3 лет идет тихая война во рту, пародонтоз и зубной. Камень. Она может годами есть с гниющим зубом, и вы об этом не узнаете, пока инфекция через кровоток не ударит по ее сердцу и печени. Она всю жизнь ждала, когда ее хозяин наконец-то заглянет ей в рот. Сухой корм, вопреки маркетингу, почти не чистит зубы. Он просто разлетается на куски при первом укусе. Что вы можете сделать для нее уже сегодня? Начните добавлять в ее рацион то, что природа создала в качестве зубной щетки, например, сырые куриные шейки только под присмотром и только сырые. Процесс разрывания хрящей и сухожилий механически счищает налет. Или используйте ферментативные добавки в воду со знаком ВОАХЦ, которые расщепляют налет, пока она просто пьет. Это избавление от боли, о которой она никогда не сможет вам рассказать, станет самым ценным подарком для ее организма. Часть 6. Идеальное топливо из вашей кухни. Мы привыкли верить, что пакетик с кормом содержит все необходимое, но это лишь база для выживания, а не для процветания. Существует несколько продуктов, которые кошка ждала бы в своей миске всю жизнь, если бы знала об их существовании. Яичный желток. 1-2 раза в неделю он может преобразить ее шерсть и поддержать работу мозга. Благодаря холину. Сардины в воде. Богатейший источник омега-3, который борется с воспалениями в суставах, что критически важно для пожилых кошек. Тыквенное пюре. Всего 1 чайная ложка помогает ее кишечнику справляться с шерстяными комками лучше. Любых паст. Костный бульон.
Это жидкое золото, которое увлажняет почки и восстанавливает суставы. Эти добавки стоят копейки, но они восполняют те пробелы в питании, которые возникают при кормлении термически обработанными гранулами. Ваша кошка не привереда, она просто инстинктивно ищет настоящее мясо и живые ферменты, которых ей не хватает в промышленной еде. Часть 7. Будьте предсказуемым лидером. Самое важное, чего ваша кошка ждала всю жизнь, это ваша последовательность. Кошки — территориальные животные, и их мир держится на предсказуемости. Когда вы сегодня разрешаете ей лежать на столе, а завтра кричите на нее, за это ее мир рушится. Когда вы один день заваливаете ее лаской, а на другой игнорируете из-за стресса на работе, она теряет чувство безопасности. Для нее вы лидер колонии. Лидер не должен быть идеальным, но он обязан быть предсказуемым. Кормите ее в одно и то же время. Уважайте ее «нет», когда она дергает кончиком хвоста или прижимает уши. Станьте человеком, чьи реакции можно просчитать. Именно в этот момент ваша кошка, наконец-то, сможет расслабиться по-настоящему. Она перестанет быть тенью в углу и станет тем самым уверенным, ласковым и здоровым существом, которым она всегда была внутри. Ее время — это сейчас. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Для вас она часть жизни, но для нее вы и есть вся жизнь. Она не может выйти на улицу и найти то, что ей нужно. Она полностью зависит от ваших знаний и ваших решений. Она ждала этого момента всю жизнь, момента, когда вы посмотрите на нее не просто как на милого питомца, а как на сложного хищника с уникальными потребностями. Начните с малого сегодня. Отодвиньте миску с водой от еды. Поставьте коробку на высокий шкаф. Медленно моргните ей и дождитесь ответа. Берегите своего маленького сородича, ведь в конечном счете в этом огромном и шумном мире вы единственный дом, который у нее когда-либо был и будет. Напишите в комментариях, какое из этих изменений вы внедрите первым. Давайте вместе создавать мир, в котором наши кошки наконец-то дождутся того, чего они заслуживают. До встречи в следующем видео. А теперь идите и просто посидите рядом со своей кошкой на полу. Она этого очень ждет.